Друзья, всем огромный привет из Мексики. Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. А сейчас мы находимся в городе Сан-Кристоболь. И сегодня отправимся смотреть на каньон Сумидера. Друзья, в этом городе очень необычные отели, потому что они находятся, во-первых, в особняках, а во-вторых, они отличаются друг от друга каким-то своим интересным стилем. Мы выбрали хостел 55, это такой бутик, маленький отель, и посмотрите, какая у нас необычная комната. Во-первых, она из эко-материалов сделана, во-вторых, у нас здесь горшок прямо у люстры, и сама люстра тоже, она плетеная, очень красивая. Комната атмосферная. Вы, наверное, привыкли, что мы сначала показываем вам обзор всего отеля, а потом только нашу комнату. В этот раз мы решили сменить эту традицию и показать сначала вам комнату, потому что мы приехали в этот город вечером. Давайте вернемся к обзору комнаты. Здесь у нас бетонный столик, на котором находится раковина. Зеркало практически во всю стену, и оно обрамлено деревом. Здесь тоже интересная полочка из дерева, и внутри находится... как это правильно называется? Кокосовая чаша, да, куда можно положить мыло, шампунь, что-то типа такого. Двуспальная кровать из деревянного массива. Также у нас много полочек деревянных. И посмотрите, какая необычная вешалка. У нас наступил следующий день. Мы проснулись пораньше, чтобы успеть позавтракать и поехать в каньон Сумидера. Находимся мы в городе Сан-Кристоболь. Наш отель называется Hostel 55. Точнее, его полное название Hotel Hostel Boutique 55. Сейчас мы с вами пройдем и посмотрим его территорию. Как всегда, начинается с ресепшена, хотя у нас было автоматическое заселение. То есть мы взяли в специальном ящичке ключи, ввели специальный код и смогли заселиться в наш номер. Поэтому стойка регистрации здесь, можно сказать, условная. Иногда подходит администратор и может ответить на любые вопросы. Здесь находится общая комната, где можно отдохнуть, почитать книгу, даже поиграть на гитаре, которая здесь находится. Очень много зелени во всем отеле. Здесь кухня, можно готовить самостоятельно, можно пользоваться холодильником. Везде на территории есть Wi-Fi, здесь он ловит лучше всего. Здесь также есть посуда, вся необходимая для приготовления, и большая плита. В коридоре очень много зелени. Посмотрите сами. Вот это вот наша комната, которую мы вам вчера показывали. А там комната других гостей. Также я еще ни разу не проходила на второй этаж. Возможно, там тоже есть комнаты. Давайте поднимемся. Может быть, там просто обзорная площадка. Да, так и есть. Можно подняться на крышу и просто здесь отдохнуть. Большая территория для этого. Эта терраса — хорошая возможность посмотреть с высоты на город Сан-Кристоболь. Теперь мы вышли из нашего хостела и отправляемся смотреть на одну из главных достопримечательностей штата Чиапас. Это каньон Сумидера. Туда мы отправляемся на нашем арендованном автомобиле. Ехать до первой точки, до городка, в котором как раз таки начинается лодочный тур, примерно 55 километров. Ехали мы, значит, радовались прекрасной дороге, и в конце нашего пути, уже на подъезде к городу Чиапа-де-Корзо, оказалось, что эта дорога платная, поэтому нам пришлось заплатить 93 песо. Но ничего страшного, осталось порядка 10 километров. Сейчас тут нам разобраться еще, где, откуда эти лодочные туры начинаются. И надеюсь, мы скоро уже поедем смотреть на красивейший каньон. Как я уже говорил, мы сейчас находимся в городке Чиапа-де-Корзо. И здесь существует несколько причалов, откуда отправляются лодки
смотреть этот каньон. У всех примерно одинаковые цены, одинаковая программа. Мы оставим точку в описании именно с того места, откуда отправляемся мы. Сейчас мы уточнили цены. Конечно же, цены меняются очень быстро. Когда-то это стоило 150 песо, когда-то чуть дороже. Но сегодня это стоит 320 песо с человека. И эта лодочная прогулка длится порядка 2 часов. После того, как вы купили билет, вам, конечно же, придется немного подождать. Потому что лодки отправляются по мере наполнения. Вот сейчас мы видим, как отходит одна из них. Мы на нее, к сожалению, не успели. Лодки рассчитаны на 40 человек. Нам сказали примерное время ожидания 25 минут. Где-то написано, что лодки начинают ходить в 8 утра, а по факту они уходят в 11 часов. Но мы сейчас в любом случае приехали уже ближе к 12, поэтому, надеюсь, скоро отплывем. Еще немного рекомендаций. Если ваша очередь уже подходит, чтобы садиться в лодку, лучше стоять впереди, потому что если вы сядете сзади, то вам будет не так комфортно любоваться красотами каньона, потому что лодка имеет крен во время движения, и вам будет достаточно плохо видно, если вы сидите сзади. Поэтому лучше занимать места впереди. Еще одно обязательное условие – это то, что нужно надевать спасательный жилет, прежде чем вы сядете в лодку. Возможно, это связано с несчастными случаями, которые здесь происходили в 2000-х годах. Даже были летальные исходы, вот, поэтому... Saludos desde Chiapas, de Corzo, Chiapas. Saludos. Да, приглашает вас на этот тур. Так, ребята, нам, получается, несказанно повезло. У нас будет лодочка рассчитана не на 40 человек, как мы видели до этого, а всего лишь на 15. Но цена, на самом деле, стандартная. Не думаю, что от этого зависит, но все-таки рекомендуем приезжать в нашу точку, где, вот видите, всего лишь 15 человек. Мы сидим по одному, и мы с Томочкой впереди, в первом ряду. Отправляемся в путешествие по реке Грихальва. Только что мы проплывали с вами огромную баржу с мусором, потому что на реке Грихальва огромное внимание уделяется именно экологии. Здесь очень большие проблемы с экологией, с мусором. Вот, поэтому ежегодно, особенно в сезон дождей, здесь его стараются собирать, как-то вычищать эту лагуну. В этой реке достаточно часто можно увидеть крокодилов. На самом деле мы уже парочку из них видели, к одному из них подплывали, но быстро отплыли обратно, поэтому поснимать не удалось. Сейчас, может быть, увидим еще одного. Сейчас видим небольшую цапельку, вот она стоит здесь, называется она Морена. Ну, красивая. Так, и совсем рядышком, да, крокодил на солнышке. Вот смотрите, какой толстяк. В скалах у этого каньона очень много разнообразных пещер, и вот одну из них мы сейчас проплываем. Не знаю, чем она примечательна, и выглядит она, ну, на самом деле тоже, как бы, если бы не наш капитан-гид, мы бы даже на нее внимания не обратили. Очень красиво сейчас ездим по каньону, немножко поездка напоминает то путешествие, когда мы были в Дагестане. Тоже ездили среди каньона, также красиво, огромные ущелья. Когда мы отправлялись на эту экскурсию, я не знала, что мы будем смотреть не только на ущелье, но еще и на многочисленных животных. Крокодилы, птицы, а сейчас мы видим обезьянку. Вот здесь где-то в ветвях она. Ой, даже не смотри.
когда проезжаем некоторые места, аж дух захватывает, насколько здесь красиво, но грустно, что здесь только мусор. Посмотрите, сейчас мы приезжаем посмотреть на иконку Святой, и тут все в мусоре буквально. О боже. Вот так вот, друзья, видите? Поэтому, если экологи здесь не поработают, то даже вот такая вот красота в пещере не спасет это место. Вот так здесь можно даже пару найти себе. Вот видите, различные ботинки, пластиковые пробки, бутылки, крышки, обертки. Поэтому этому месту, конечно, срочно нужна какая-то экологическая помощь. Сейчас мы доплыли до еще одного интересного места. Образование в скале, которое напоминает рождественскую елку. Вот так оно выглядит, действительно похоже. Сейчас мы с вами дошли до северной конечности каньона Сумидера, где находится плотина Чико-Асен. Это плотина на реке Грихальва, которая создана для хранения воды и выработки электрогидроэнергии. Получается, мы с вами с юга, там, где был мост Домингеса, дошли до севера, где находится эта плотина. Общая длина маршрута 30 километров. И сейчас будем уже возвращаться обратно. Возле плотины есть своеобразный бар на плаву в лодочке. Здесь можно и чипсиками перекусить, и какими-то бутербродиками, фруктиками. Чуть больше 2 часов продолжалась наша морская прогулка по каньону Сумидера, по реке Грихальва, которая, кстати, берет свое начало еще в Гватемале. Потом проходит через 2 мексиканских штата, это Чиапас и Табаско, и потом уже впадает в Мексиканский залив. В целом прогулка классная, может быть, немножко дороговато, но виды открывались красочные, множество птиц, каких-то животных, красивые высокие скалы. Говорят, они достигают даже 1000 метров высотой в своей максимальной точке. Но на этом мы знакомство с каньоном не заканчиваем. Совсем скоро расскажем вам почему. Очень колоритные дамы. Ола. Мне кажется, это не дамы, а мужчины одетые, женщины простые. Но все равно колоритные же. Мы сейчас идем в сторону нашего автомобиля и совсем скоро поедем смотреть на этот каньон сверху. Сейчас на улицах мы видим очень много людей в костюмах, причем очень часто это мужчины, переодетые в женские наряды. Видимо, какой-то сегодня праздник, хотя день понедельник, поэтому очень странно. Может быть, даже немножко жалко, что мы не сможем здесь остаться, в этом городке, чтобы посмотреть, что здесь будет твориться, в честь чего идут народные гуляния, потому что нам нужно спешить к обзорным площадкам, которые находятся наверху. Они закрываются в 4 часа, ехать порядка 45 минут, и время прибытия без 10:04, поэтому мы очень надеемся успеть до 4 часов захватить эти обзорные площадки с видом на каньон. Ура, друзья, мы это сделали. Во-первых, ровно в 4 часа въехали, во-вторых, оказывается, въезд до 5 часов. Сейчас висел опознавательный знак, что работает этот парк до 5 часов. А в-третьих, если вы едете в лодочный тур, потом ни в коем случае не выбрасывайте вот эти вот браслетики. По ним вы бесплатно проезжаете теперь наверх, чтобы полюбоваться каньоном с 5 обзорных площадок. Ну что ж, приключение продолжается. Все 5 площадок отмечены на Google картах. Мы остановились у самой ближней.
Называется она Ла Сейба. И вот потихонечку спускаемся, чтобы полюбоваться видом. Сейчас немножко облачная погода, поэтому, может быть, не такой ясный, яркий вид. Но все равно вот прям над нами бежит река, каньон. К сожалению, на этой обзорной площадке висит табличка, что нельзя летать на дроне. Я думаю, та же участь нас ждет и на остальных 4 площадках. К сожалению, на дроне полетать не получится. Сейчас мы приехали ко второй обзорной площадке, которая называется Mirador Ля Койоте. Поскольку мы поднялись, наверное, еще выше, то тумана, как мы видим, становится еще больше. Снизу мы можем видеть лодочки. Только что на одной из них мы с вами катались. Также прилетают птицы, большие грифы. Вид на самом деле очень-очень красивый. Это, знаете, как у Алисы есть различные заставки в телевизоре. Когда ты включаешь эту систему, вот этот вид точно мог быть с этой заставкой. Очень быстро добрались мы до третьей обзорной площадки. Здесь мы видим, есть даже небольшая кафешка, в отличие от всех остальных. Так, но здесь нужно спускаться. Нужно немножко пройтись, чтобы, надеюсь, увидеть какой-то красивый вид. Закрываем машину. Третья обзорная площадка называется Эль Роблар. Получился внеплановый небольшой трекинг. Минут 10 мы, наверное, спускались до этой обзорной площадки. И вот, наконец-то, сюда пришли. Ни одного человека здесь нет. По-прежнему туман пытается окутать весь каньон. Но еще кое-что видно. На этой обзорной площадке испытываешь такое спокойствие, потому что здесь абсолютно тихо, уже не плавают лодочки с экскурсиями, и никого нет. Вот таких вот птиц только что проезжали. Гриф, по-моему, называется. Просто огромная птица, увидели какую-то добычу на дороге и слетелись ее все вместе покушать. Еще пару километров, и мы приехали к четвертой обзорной площадке. Называется она Mirador Эль Тепеуахе. Название, конечно, очень сложное. Пойдемте посмотрим, какой отсюда открывается вид. Все обзорные площадки оборудованы, есть и столики с беседками, есть удобные ступеньки. Что вы говорите? Я говорю, красота, конечно. Несмотря на то, что туман, знаете, тоже такой Silent Hill небольшой, но все равно каньон виднеется. Также на этой обзорной площадке мы совершенно одни, наслаждаемся тишиной. Когда мы сюда приезжаем, никого нет. Как только мы собираемся уезжать, то группы из туристов сюда приезжают. Поэтому получилось, что идеальное время. Прошло буквально 2-3 минуты, и все в тумане. Теперь не видно абсолютно ничего. Очень надеюсь, что на пятой обзорной площадке нам еще откроется красивый вид.
ехали 2 минуты, и мы находимся на 5-й обзорной площадке, называется она Ля Чапа. Также здесь есть табличка, что мы находимся в национальном парке каньона Сумидеро. Это его полное название. Статус национального парка этот каньон получил в 1972 году, поэтому правильно произносить именно так. Сейчас мы видим, что каньон полностью погружен в туман, поэтому красивых видов, к сожалению, с 5-й обзорной площадки мы не увидим, хотя читали, что именно отсюда открывается самый красивый вид. Но пока у нас вид лишь на ресторан и на магазин. К сожалению, нам не удалось полюбоваться красивым видом с 5-й площадки обзорной, но тем не менее мы посмотрели на каньон Сумидеро и с лодочки, и с 4 обзорных площадок. Поэтому, друзья, если вам понравился наш сегодняшний выпуск, понравился каньон Сумидеро, обязательно ставим лайки. Пишем комментарии и, как всегда, до новых встреч в Мексике. Всем пока! Всем пока, друзья!